Всем привет, друзья! Сегодня мы будем проходить Unrealized Realities с челленджем, а именно только операторами Rhine-Lab. Я еще подробнее расскажу, кто что будет делать, но для начала давайте прокачаем Настю, коли я уже все равно ее выбил. Отлично. Думаю, хватит. Итак. У нас в скваде не так много операторов, потому что я еще получил не всех, но я все же думаю, что теперь, когда я выбил Настю и недавно получил Птилопсис, у нас есть хорошие шансы пройти все. Ну и, собственно, сейчас мы будем вообще разбираться, что тут происходит, потому что я не смотрел это испытание еще. Надеюсь, Ифрит сможет его убить, правда? О как. Ага, так понимаю, что операторы на этих клетках могут блокировать воздух. Да, я не смотрел вообще ничего по этому ивенту еще, поэтому я тут не так хорошо, скажем так, разбираюсь в нем. Вот, соответственно, как можно догадаться, если просто посмотреть на сквад, у нас основной ДД это Ифрит, так что ее надо высаживать максимально правильно, и чтобы она могла атаковать всех врагов. Я надеюсь, что у нас не будет стейджей без Ифрит Тайла нормального, потому что иначе это будет очень грустно. Но пока что, вот я смотрю, оно выглядит достаточно живым. Да, пишите в комментариях, как вам такой формат, ваши идеи, как сделать это лучше, интереснее, потому что я никогда не записывал прям полноценный геймплей. Я сейчас вижу, что у нас чуть не прорвался чувак, потому что, да, если бы он подошел к Птилопсис, его бы никто не атаковал. Это был бы очень неприятный замкнутый цикл. Естественно, Ифрит и Птилопсис вместе очень хорошо сотрудничают, потому что Птилопсис ускоряет на 0.3 получение очков скилла, соответственно, это почти на 30% режет стоимость скилла Ифрит, что прямо очень хорошо. Я считаю, что Ифрит здесь подходит именно второй скилл, потому что он относительно АФКшный, ну и в целом, думаю, будет еще много возможностей показать почему. Собственно, мы прошли первый уровень. Это круто. Копии Ифрит, это Ифрит, это Ифрит, это Ифрит, это Ифрит, это Ифрит, это Ифрит. Итак, ладно, давайте пойдем на второй уровень. В целом, пока что ощущается достаточно играбельно. К тому же, я думаю, мне это поможет понять всех моих оперативников. Ух ты. Так, ну, если мы выставим... Я не знаю, где противники все пойдут. Вот это, кстати, сложно. Но я думаю, что Ифрит можно, наверное, высадить вот здесь слева. Да. И лицом к базе. Я не знаю, насколько это правильное решение. Сейчас мы посмотрим. Ух ты, эти штуки достаточно больно бьют. В принципе, да. Я, если что, очень люблю играть на Silence Alter. Потому что она и в урон хорошо идет, особенно с модулем на 2 цели на атаку. Ну и вообще у нее достаточно много полезных навыков. Например, вот щит, который она дает просто за то, что она существует. Что очень часто меня спасало от поражения и раньше, и я думаю, еще спасет. Давайте Сарию высадим здесь. Она будет, собственно, блокировать. То есть, я надеюсь, что если кто-то будет между Ифрит и Сарией, они очень быстро откинутся. Сейчас вроде как у нас все нормализовалось. Я не думаю, что я что-то еще смогу здесь сделать. Да, собственно, обе Silence будут очень хорошо поддерживать именно мой сквад. В то время как Ифрит, возможно, Астген, которую, да, недавно получали. Я думаю, они хорошо справятся вдвоем со всем, что у нас тут будет происходить. Но если нет, это будет очень грустно. Но если что, количество попыток у меня, конечно же, не ограничено. Оп. На самом деле, эти штуки бьют достаточно больно. Надо, наверное, читать описание противников. Ух ты. Это было, кстати, очень красиво. То есть Ифрит даже так их дамажит.
Не, ну я думаю, что в принципе мы тут уже победили. Можно расслабиться. Да, и еще у Сари здесь я беру третий скилл. Он должен быть очень полезным и не отвлекать ее от сражения. Потому что второй скилл хорош, очень хорош, но он заставляет Сарию постоянно отвлекаться. То есть она все время хилит всех оперативников. А такой вот третий скилл, он очень хорошо должен бафать арт-урон. Ну и, собственно, мы прошли, ура. Третий уровень мне уже очень нравится, давайте пойдем. Здесь я уже вижу просто замечательный фритайл, я так понимаю, я надеюсь, по нижней части никто не пойдет, там вроде типа пропасть. Так что, если я успею высадить ифрит, это будет, кстати, неприятно. Оп, оп, отлично. У меня эмулятор, если что, и он не всегда, скажем так, регистрирует эти действия, но... Ай-яй-яй-яй, плохо, плохо, плохо. Все, успел, отлично. Собственно, да, на эмуляторе не всегда привычно играть. Вот, да, вы сейчас могли видеть, Silence Alter, она просто мгновенно дает щит, причем я замечал, что даже если, условно, вашего оперативника должны ваншотнуть, все равно большая часть уходит в щит. И у меня есть теория, что он вообще может поглотить больше урона, чем он составляет. Опять у нас Птилопсис не умерла вообще, хотя вроде как она умирает от такой атаки. Ну, как-то так, да, я думаю, у меня должно получиться сейчас все тут сделать. Если я, конечно же, в моменте где-нибудь не перепутаю кнопки. Давайте высадим Сарию. Потому что я не очень хочу, чтобы в какой-то очень неприятной ситуации потом просто либо Ифрит умерла, либо урона не хватило. Кстати, да, я на Насте еще толком не играл. Я даже почти не знаю, что делают ее машинки эти. По-моему... Да, эти дают щит и СП. Я смотрел перед боем. Только я, если честно, чуть-чуть большего от них ожидал. Давайте их используем. Ну да, щит на самом деле очень солидный получается от них. Я бы сказал, даже невероятно солидный щит. Почти как у Silence Alter. Собственно, я думаю... Ну, сколько их тут? 4 осталось. Ну, если сейчас сюрпризов каких-нибудь не случится, если я попаду по кнопке скилла... давайте всех используем. У нас же Сария, получается, их замедляет. Я так понял, что эти чуваки от скорости урон наносят. Да, собственно, вроде как они бьют именно от своей собственной скорости, поэтому Сария их замедляет, и проблем у нас нет. Кстати, Настя на самом деле немного не такая крутая, как я ожидал, по крайней мере, на втором скилле. Вот, Настя не такая крутая, однако мне все же кажется, что у нее есть огромный потенциал, плюс это блок 2, у меня это второй оператор, который может блокировать юнитов. Ну, вместе с Сарией, и получается, у меня просто выбора нет. Так, что у нас тут? Я, кажется, вижу хороший фритайл. Ну, кстати, тут машинки эти еще и сами наносят поражение огнем, Burn, то есть у нас здесь очень хорошая синергия с Ифрит получается. Кстати, да, я недорассказал, там бой кончился. Собственно, в чем еще хорошая получается синергия у нас? Сария увеличивает арт-урон, который наносят операторы по врагам, пока у нее скилл действует. А у Ифрит модуль считает ее Burn, стаки Burn, он считает именно в зависимости от нанесенного ей арт-урона. Иными словами, Сария повышает ей не только атаку обычную, но еще и то, насколько быстро у нас враги будут получать Burn. То есть у Ифрит и Сарии прям нереально крутая синергия получается, и мне нравится. А Птилопсис очень классный медик. Я давно ее хотел выбить, и мне наконец-таки повезло. После 400 почти что рекрутов она выпала с тега медик. Вот. И вместе с Silence они должны вроде закрывать всю потребность здоровья, плюс тут еще Сария может подхилить. Ну и Silence Alter тоже щиты дает, и все. Я думаю, что
Мы тут победим, но я думаю, здесь лучше Асткен высадить, потому что Птилопсис, конечно, хорошо исцеляется, но я не думаю, что она прям справится со всеми этими врагами. В целом у нас достаточно неплохо получается. Наши медики и их помощники не дают никому умереть. Давайте высадим Сайленс, просто потому что можем. Ну и в целом я думаю, что уровень на этом заканчивается. Ифрит жжет просто невероятно. Это огромный урон для оператора, на мой взгляд. Жаль только, что я все эти уровни с первой попытки пройти не мог тогда нормально. Да, если что, вы видите, скорее всего, не все до первой попытки, потому что мне надо присмотреться к уровню еще. Игра, видимо, дает нам вот просто невероятные подгончики. Возможно, разработчики специально сделали это, типа у нас есть Rhine Knights, Ифрит. Возможно, сама судьба велела проходить этот ивент таким складом, потому что у нас реально в каждом уровне есть Ифрит Тайл. Что, конечно же, радует. Так, интересно. Что у нас тут? Вообще, очень хорошо получается у Ифрит держать линию. Я пока не знаю, что мне тут сделать, потому что давайте Настю высадим. Она вроде должна удержать противников. Ух ты. Так, давайте делать ставки. Переживет ли Настя еще одну или две атаки этого бота? Одну пережила. Ага. Я думаю, я не хочу рисковать, на самом деле, ее здоровьем. 17 хп. Давайте высадим Silence Alter. О, все. Собственно, почему я так люблю Silence Alter, например, вместо какой-нибудь Харуки, которую все восхваляют. У Silence Alter огромное значение появляется просто от того, что ты высаживаешь. Ты высаживаешь Silence Alter, и все, у тебя, у оперативников, у которых меньше половины здоровья, автоматически появляется щит. Тебе не надо ничего делать, тебе не надо ждать. У нее тоже очень хорошие показатели Sanctuary, и в целом она превосходно справляется с задачей этого Абджурера. А Харука у меня все время просто лажает, как только это возможно. Ну, как бы, я тут не вижу проблем. Silence Alter очень хороший Абджурер, и, в принципе, саппортер классный. У нее и второй, и третий скилл очень полезны в бою. Все, конечно, зависит от ситуации. Кстати, да, если сейчас вот подумать хорошенько, у нас все оперативники перевысаживаются, когда вот эти платформы падают, насколько я помню. Там это в туториале было сказано. Соответственно, каждый раз, когда у нас кто-то перевысаживается, у него сбрасывается лимит на щит от Silence Alter. И получается, что мы можем бесплатно получать бесконечные щиты. Просто вот так вот на халяву, если мы постоянно заставляем оперативников падать и подниматься, они будут лутать все больше и больше щитов. Ну, то есть, условно говоря, они получили щит, их кто-то побил немножко в этот щит, потом они перевысадились, Silence дает им новый щит, и они снова могут им пользоваться, и здоровье у них не уходит. Так, давайте уберем Птилопсис, потому что она, по-моему, задерживает бой. А, эти чуваки все равно умирают по времени, ну и ладно. Мы достаточно легко идем. Так, карта мне вроде как нравится. Главное успеть высадить Silence Alter. Ну, точнее, Ифрит. Вообще, это очень классный ивент, на мой взгляд. Мне прям нравится сейчас и играть, и смотреть. Так, я думаю, что надо Silence затанковать, да, потому что Ифрит у нас очень дорогая. Кстати, да, возможно, кто-то из вас скажет, как бы, почему я не возьму... Ай, как ее зовут? Не, серьезно, как ее зовут? Возможно, многие спросят, почему я не возьму Милсис. Я считаю, что Милсис
очень сильный оперативник. В том плане, что она, реально, она приносит очень много пользы. Я просто хочу попробовать пройти своим сквадом сейчас. У меня Милсис нет, я, к сожалению, не вырылил. Вот. Если будет необходимость, я ее, конечно же, возьму. Просто мне интересно, насколько далеко мои ребята зайдут, потому что тут уже и Настя, и Фрид есть, и вообще много кого. Половина сквада, по-моему, 6. Даже не половина. Сария, Настя. Только 2 5 у нас. И все остальные, так или иначе, 6 звезд. Возможно, именно поэтому Rain Knights это крутой сквад. Собственно, да, у Silence Alter очень классные скиллы. Она просто становится бессмертной на 60 секунд. Номинально бессмертной. Разумеется, если кто-то попытается ее атаковать и убьет, то это бессмертие сократится до 12-13 секунд. Но факт остается фактом. Пока что я не испытываю затруднений, особенно когда можно вкинуть скилл Сарии. Сария очень хорошо СП заливает, и когда у нее 2 скилл, и когда 1, и когда 3. Единственная проблема, что с 3 скиллом она как бы очень ограничена. Ну и что мы, Ифрит, не хотим подставлять под удар врага, поэтому, скорее всего, как СП-батарейка Сария здесь не будет участвовать. Но у меня теперь есть Псилопсис, поэтому, я думаю, проблем вообще с этим не будет. У меня СП практически бесконечный. Ну а тем временем, кстати, мы уже почти прошли этот уровень. Я только думаю, что, наверное, можно позволить этим деревьям пройти. Сейчас они, скорее всего, прикончат Сарию. Я поэтому лучше ее сразу уберу. Вот, сейчас они подойдут, и можно высадить Настю. Попробуем ей дать щит, если, конечно, успеем. Я видел в интернете видосики, где типа все эти деревья ругают, говорят, ой, какие сложные деревья. Но как-то пока что я вообще не замечаю никаких вот проблем. Меня, кстати, каждый раз пугает, когда эти все створки падают. Ага. Помните, как я сказал, что я не замечаю проблем? Забудьте. Конечно, бьют эти деревья очень больно, но вот, собственно, Ифрит даже не дала Сайленсу умереть. Канон. Так, идем дальше. У нас здесь 7 уровень. О, здесь у нас, кстати, уже 2 блюбокса. Это плохо. Это очень плохо, потому что мне буквально некем их защищать. То есть у меня из ближников реально только Сария и Настя. Поэтому, если будут какие-то проблемы с блокировкой, то это все, это лог. Я не пройду этот уровень, если не дадут мне нормально защищаться. На самом деле, этот ивент реально заставляет думать. Ага. Я забыл, что у нее блок 1, и она не успела. Хорошо, давайте начнем заново. Вообще, у меня задумка в том, чтобы Ифрит высадить сверху. Мне очень нравится такое расположение. На самом деле, я считаю, что подобные челленджи — это вот главное, что есть в Аркнайте, потому что я знаю людей, которые говорят, просто сделай АФК сквад и забудь. Мне такой подход не нравится. Я играю в Arknights, чтобы играть в Arknights. Я хочу ломать себе голову. Так, ну в целом я считаю, что у нас уже достаточно хорошие шансы. То есть, я не думаю, что Сария сейчас умрет. Она при поддержке, хотя, на самом деле, надо еще придумать способ, как убить это дерево. Наверное, я просто подожду высадки Птилопсис. Собственно, сейчас мы его просто подпустим немножко... мы не подпустим его немножко поближе. Точно, у нас шариков хватает. Это плохо. Ну, тогда, видимо, просто подождем. Супер, уровень пройден, и он у меня занял всего лишь сколько минут? 10?
Так, мне, если честно, этот уровень уже немножко надоел, но я, кажется, понял, как тут вообще можно все это пройти. Да, этот босс-файт на самом деле не такой сложный, как по мне, потому что я помню все еще Трагодию. Я помню вот недавний ивент, как он там назывался? Ну, короче, ивент Лапланд. Вот, там боссов побеждать было, по-моему, сложнее. Просто здесь проблема в том, что надо за многими факторами следить. Я на самом деле 2 раза проиграл просто из-за того, что у меня ифрит стоит около базы и через нее прорвались, потому что у нее блока нет. В принципе, мне кажется, я сейчас смогу решить эту проблему. Ну и мы пройдем челлендж, если я смогу. Это будет круто, потому что я, честно, не ожидал, что я справлюсь. Еще мне, кстати, очень нравится, когда ифрит не прокает Burn на вот этих вот, я не знаю, как они называются. Короче, когда на Burn на них не прокает, они падают, умирают, и когда они вот в этом уже статичном состоянии, их добивать легко. Это очень приятно. Иногда, вот как сейчас, например, да, она прокнула его заранее, поэтому убить такую махину будет чуть сложнее. Хотя ладно, я тут не прав, ифрит у нас сносит просто все. Собственно, я понял одну очень важную вещь. Нам нельзя давать этой ВВЛ, как бы она там называлась, нельзя давать ей занимать блок ифрит. Лучше она пусть пройдет, потому что иначе потом через нас просто прорвутся чуваки, и это будет очень грустно. Кстати, да, я, наверное, зря здесь Астген высадил. Потому что, да, ну ладно, это не страшно. Я через это уже проходил. Наша задача, по сути, просто задержать босса здесь. Но я не хочу тянуть слишком сильно. Мне кажется, мы справимся. У ифрит очень хороший урон. Вот. И мы сюда ставим Silence Altar для поддержки, хотя мне кажется, она сейчас... Нет, она пережила, отлично. Вот, собственно, под скиллом Сари мы, возможно, сейчас перейдем на вторую фазу босса. Кстати, это плохо, потому что она вроде ведь становится неосязаемой на это время. Давайте вернем Теопсис. Здесь, кстати, очень хорошо, что у нее сейчас остался Burn. Небольшое количество его до прока. Потому что в таком случае у нас есть маленький шанс на победу. Да, кстати, моя стратегия заключается в том, чтобы категорически забить на нижнюю часть, потому что она нам не нужна. Я верю, что мы справимся и здесь. Здесь надо высадить Астген Альтер, потому что иначе, я думаю, у нас... Хотя... Просто иначе, скорее всего, кто-нибудь допрорвется. Но я думаю, я высажу ее потом. Уже когда понадобится. Вот, например, как сейчас, потому что, да, уже поздно. Телопсис очень хорошо на какой-то промежуток времени хилит всех сразу. Если у Silence обычная спецификация в том, чтобы хилить все поле, то Телопсис хорошо справляется в радиусе атаки. Прям, ну, очень хорошо. Мне, кстати, очень не нравится, как быстро уходит здоровье у моих оперативников, но в то же время наши... Кстати, я вот эту часть не понимаю, почему они упали, если шарики остались. Вот этот момент мне непонятен, потому что я очень сильно читаю, конечно же, описание противников. Но что самое прикольное, посмотрите на здоровье босса. Все, ее уже нет, буквально нет. Все. Ей кранты. Еще одна атака Ифрит. Все, босс побежден.
Тут, кстати, очень важный момент. Я один раз на этом тоже погорел. Надо быстро отхилить Ифрит. И заставить Сайленс обратно атаковать врагов. Потому что там еще потом полетят. И если их вовремя не убить, то потом возможности не будет. Ну да, Сайленс, к сожалению, не переживает этого древесного чувака. Но, по-моему, мы уже прям близки к победе. Плохая идея, конечно, высаживать сюда Птилопсис, но нам на Ифрит нужно полное здоровье. Так, надо теперь, кстати, посмотреть внимательно на шарики, потому что если сейчас еще одна махина упадет, я лучше уберу Настю, потому что если он сейчас упадет, да, я правильно сделал, у нас бы сейчас могла упасть вся платформа. Это было бы очень грустно. Вот, у нас остается 6 противников, из них 2 дерева. Ну, я думаю, что это уже победно. Высадим Сайленс, чтобы она подлатала Сарию. Ну, осталось только понять, сможем ли мы осилить 2 дерева. Я высажу сюда Птилопсис просто ради ее баф, потому что 0,3 СП в секунду это все еще очень полезно. Вот. Так, врубаем все замедление, которое у нас есть. Ну и да, просто посмотрите, насколько они быстро отлетают. Наверное, здесь стоит высадить кого-нибудь. Хотя, я даже не думаю, что нужно кого-то высаживать. Да, все, это уже автоматическая победа. Разве что Сария, наверное, помрет. А вот и не помрет. Вот, собственно, об этом я и говорил. У Silent Alter очень классные способности, таланты. На этом мы, получается, прошли все базовые этапы. Спасибо за просмотр. Первую часть челленджа мы прошли. Если соберется много лайков, я постараюсь выпустить вторую, если что-то получится. Подписывайтесь, пересылайте видос друзьям. Ну и пишите свои идеи в комментарии. Мы все читаем. У нас уже много проектов делается. В общем, всем удачи и пока-пока.